Отец был в отчаянии, когда его 6-месячная дочь не переставала плакать. Однако, когда он решил сменить ей подгузник, чтобы понять, в чем проблема, его охватил настоящий шок. То, что он обнаружил, было за гранью его самых ужасных ожиданий. Ночь окутала город спокойствием, давая Роберту долгожданный отдых после дня, наполненного непрерывной работой. Возвращение домой было для него единственным светлым моментом в течение дня. Войдя в дом, он почувствовал, как привычная обстановка сняла с него часть накопившейся за день усталости. Грейс, надежная няня его 6-месячной дочери Николь, была готова рассказать ему о событиях дня перед тем, как уйти. «Добрый вечер, мистер Роберт. Николь была сегодня чудесна. Она хорошо поспала и наслаждалась своим временем для игр. Сейчас она снова спит в своей кроватке», — рассказала няня. «Огромное спасибо, Грейс. Я даже не могу выразить, насколько я на вас полагаюсь», — выразил свою благодарность Роберт, провожая ее к выходу. Когда няня ушла, мужчина почувствовал всю тяжесть своих обязанностей. Стать отцом-одиночкой было не то, о чем он мечтал, но трагическая потеря жены при родах навязала ему это неожиданное путешествие. Он посвятил себя тому, чтобы удовлетворить все потребности дома и своей дочери, включая ежедневный уход и внимание. Уставший, он направился туда, где его дочь мирно спала в своей кроватке. Видя свою дочь такой спокойной, он ощутил временное облегчение для своей измученной души. Затем он лег в постель, наслаждаясь спокойствием, которое его окутало, позволив себе впервые за весь день расслабиться. Но это спокойствие было недолгим. Едва прошло 10 минут, как плач ребенка прервал тишину. «Николь, что случилось, дорогая?» — попытался успокоить дочь Роберт. После того, как ему удалось убаюкать малышку, и она снова уснула на его руках, на него нахлынуло чувство облегчения и усталости. Но вскоре плач ребенка возобновился. Отец, находящийся в тревоге, провел всю ночь, пытаясь убаюкать ее, но безуспешно. И что странно, этот цикл плача начал повторяться каждую ночь именно после того, как уходила Грейс. Казалось, все было в порядке. Но спокойствие вечера неоднократно нарушалось плачем младенца. Одна ночь, в частности, стала началом еще более серьезного испытания. Николь, обычно такая спокойная, начала рыдать с такой силой, которая была нехарактерной и тревожной. Роберт понял, что уровень ее беспокойства был необычным. Это было что-то за гранью нормального, не поддающееся утешению. «Что с тобой, малышка?» – прошептал Роберт, держа Николь на руках и изо всех сил стараясь ее успокоить. Он начал ходить по комнате, показывая ей яркие игрушки, надеясь, что они привлекут ее внимание и прекратят слезы. Когда игрушки не подействовали, отец предложил бутылочку, хотя знал, что Николь кормили не так давно, перед уходом няни. Но малышка отвергла бутылочку, оттолкнув ее нетерпеливыми движениями, и ее плач усилился. В голове у Роберта начали появляться мысли, полные беспокойства и замешательства. В момент отчаяния он решил позвонить няне, надеясь, что она сможет прояснить ситуацию. Ответ няни был взволнованным и неясным. Николь немного плакала раньше, но потом успокоилась. «Я подумала, что все в порядке», — ответила Грейс. Сердце Роберта забилось быстрее. Охваченный разочарованием и тревогой, он почувствовал себя бессильным, не в силах утешить свою дочь. С каждым всхлипом Николь волна боли накатывала на него, усиливая его тревогу. Роберт почувствовал необходимость еще раз осмотреть свою дочь на наличие каких-либо физических отклонений. Его руки дрожали от беспокойства и страха, когда он осторожно поднял свою малышку. Сменив подгузник своей маленькой дочери, он столкнулся с шокирующим открытием, которое застало его врасплох. Под мягкой кожей Николь было необычное вздутие, с которым отец никогда раньше не сталкивался. С максимальной осторожностью Роберт мягко надавил на вздутие,
И реакция Николь была мгновенной. Пронзительный крик боли, такой острый и отчаянный, что казалось, он пронзил самую душу обеспокоенного отца. Тяжесть момента обрушилась на него. Это был не просто мелкий дефект. Это причиняло его маленькой дочери значительную боль. Роберт немедленно схватил телефон. Его руки так сильно дрожали, что ему было трудно набрать номер экстренной службы. Охваченный паникой, он сбивчиво заговорил в трубку. Получив инструкции оператора, Роберт поспешил собрать вещи, подходящие для немедленного отъезда. Поездка в больницу была мимолетной. Мысли Роберта были полностью поглощены здоровьем его дочери. Добравшись до больницы, он внимательно наблюдал за каждым действием медицинской команды, когда они осматривали ребенка. «Это огромный клещ, сэр», — сказал врач, указывая на темное вздутие на коже Николь. «Клещ? Но как?» Роберт был ошеломлен. Мысль о том, что клещ мог внедриться в кожу его дочери, была пугающей. Врачи пояснили, что Николь, должно быть, соприкоснулась с чем-то или кем-то, кто переносил клеща. Смущенный и обеспокоенный, отец воскликнул: «Но моя дочь всегда находится дома с няней, и у нас нет домашних животных». «Однако контакт все же произошел», — подчеркнул врач, добавив, что появление клеща не было случайным. Чувствуя смесь шока и срочности, Роберт решил позвонить няне, несмотря на поздний час. «Мисс Грейс, у Николь клещ. Вы можете объяснить это? Как моя дочь могла подцепить клеща?» — спросил отец, а его голос дрожал от возмущения и беспокойства. «Врачи сказали, что Николь контактировала с животным, но вы же целый день дома, не так ли?» После короткой паузы женщина призналась: «Я присматриваю за собакой соседа днем, сэр. Это просто подработка для дополнительного дохода. Собака находится во дворе, пока я смотрю за Николь, а затем сосед забирает ее. Простите, мистер Роберт, я и подумать не могла, что это приведет к проблемам». Эти слова глубоко потрясли его. Небрежность няни, пусть и неумышленная, поставила под угрозу его дочь. «Вы подвергли мою дочь опасности, не подумав о возможных последствиях. Как вы могли не увидеть потенциальную проблему?» Роберт с трудом сдерживал свое возмущение и неодобрение. Голос няни дрожал, и она осознала серьезность своей ошибки. «Пожалуйста, мистер Роберт, я искренне не предполагала, что собака может переносить клещей. Я никогда намеренно не подвергала бы Николь опасности», — умоляла она, и ее голос был полон сожаления. «Мы поговорим об этом завтра, Грейс. А сейчас мне нужно позаботиться о моей дочери», — заявил Роберт, прежде чем завершить разговор, оставив няню размышлять о своей ошибке и ее последствиях. В тот вечер в больнице, пока младенец получал необходимое лечение, Роберт с огромным вниманием наблюдал за каждым шагом медицинского персонала. Удаление клеща было деликатной задачей, и медицинская команда проявила крайнюю осторожность, чтобы свести к минимуму дискомфорт для Николь. Наблюдая за процессом, отец был одновременно подавлен и благодарен за квалифицированный и сострадательный уход, который оказывали медицинские специалисты. «Теперь все будет в порядке, сэр. Ваша дочь поправится. Это всего лишь клещ, но вам нужно быть более внимательным», — сказал один из врачей, взглянув на Роберта. Действительно, после того, как паразит был безопасно удален, а пораженное место обработано, плач Николь стих, превращаясь в тихие, спокойные вдохи. Отец был охвачен чувством облегчения, хотя все еще был взволнован случившимся. Врачи дали подробные инструкции о том, как в будущем избежать проблем с клещами, подчеркнув необходимость поддерживать чистоту в помещении и не допускать туда потенциальных переносчиков этих вредителей. На следующий день, когда Грейс пришла, она столкнулась с Робертом, видимо, расстроенным, но решительным. Разговор, который последовал, был насыщен эмоциями. «Грейс, как это могло случиться? Вы знаете, как много значит для меня Николь», — начал он. «Мистер Роберт, я действительно не поняла. Мне и в голову не пришло, что соседская собака может принести клещей в дом. Я глубоко извиняюсь.
— ответила няня. Страх потерять работу был очевиден в ее умоляющем взгляде. В комнате повисло напряженное молчание, пока Роберт обдумывал свои дальнейшие шаги. Несмотря на свой первоначальный гнев, он признал искреннее раскаяние женщины и осознал, какое важное значение она имела в воспитании его дочери. «Но я больше не хочу видеть никаких животных в доме. Мы должны поддерживать безопасное пространство для Николь», — заявил он, установив твердое новое правило. Заключение о запрете животных в доме означало конец дополнительного заработка Грейс. Тем не менее, оценив привязанность и преданность, которую женщина всегда проявляла к его дочери, Роберт предложил значительно увеличить ее зарплату, что было справедливой компенсацией за потерю дохода, и жестом, чтобы укрепить его доверие к ней. Женщина, охваченная и тронутая добротой и пониманием своего работодателя, едва смогла выразить свою глубокую благодарность. После тревожного инцидента с клещом повседневная жизнь Роберта постепенно вернулась в обычное русло, теперь с повышенным уровнем внимания и защиты. Малышка, получившая необходимый уход, полностью выздоровела и, несмотря на риск, вызванный клещом, осталась невредима. Ее лучезарная улыбка и заразительный смех постоянно напоминали Роберту о том, что действительно важно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.